Мое знакомство со Stellar Blade было спонтанным. Я не интересовался этой игрой абсолютно никак. Впервые я о ней услышал более 1,5 лет назад, когда гулял с другом. Непонятно зачем он купил полное издание игры за 7000, и я лишь подумал, что он потратил деньги зря. В следующий раз я увидел трейлер проекта Ева и почему-то подумал, что это ремейк Parasite Eve. Однако это было не так. В ту же самую неделю, когда игра вышла на ПК, я купил аккаунт, чтобы наконец-то попробовать ее. И сразу же после первой сцены пробуждения Евы я понял, что я хочу пройти ее до конца. Мне было интересно. Это был один из лучших моментов из игр, которые я помню за последнее время. Причина того, почему мне так понравилась первая сцена игры, которая к тому же всего лишь катсцена, кроется в том, что нужно посмотреть на современные игры, которые выходят на данный момент. Многие из них недостойны даже того, чтобы попробовать в них поиграть. В это число входят абсолютно все новые игры Sony, Xbox, Ubisoft и другие нишевые проекты. Эти игры очень похожи на друг друга. Открытый мир, миллион ненужных побочных квестов и неинтересный сюжет. К тому же большинство игр имеет ужасную оптимизацию. Например, тот же самый Киберпанк. На данный момент у игры хорошие оценки в Стиме, что для меня абсолютно непонятно почему, так как эта игра тот еще мусор. Во-первых, плюнуть в лицо фанатам Ведьмака за то, что мы ждали эту игру, буквально выпустив недоделанный кусок дерьма, который еле-еле работал без багов, или же не работал никак. Во-вторых, отбрасывая сами баги, сюжет игры посредственный, не запоминающийся тягомотина, в которую скучно играть. А теперь немного про красивых девушек. Вы помните по-настоящему красивых персонажей в современных играх? Вы можете вспомнить парочку интересных из японских игр, или же китайские гачи или MMORPG. Однако я никогда не был фанатом последних двух категорий игр, что и приводит нас к Stellar Blade. Меня буквально шокировала Ева, которую я по-настоящему рассмотрел впервые именно во время момента, когда Ева с помощью таки выпрыгивает из капсулы под аккомпанемент взрыва на заднем фоне. Моя реакция была просто вау. У меня появилась улыбка на лице, так как такого я никогда не видел. А дальше мне дали поиграть за Еву, и я понял, почему мне так понравилась первая сцена игры. Она гиперсексуализирована. Ни для кого не секрет, что вокруг Stellar Blade был скандал на почве нереалистичности Евы. Девушки так не выглядят, у нее слишком большая попа и грудь. Все трясется и выглядит так, что это будто просто порная игра. А потом она вышла, и многие убедились, что кроме Евы тут еще есть и сама игра. Разработчики привели пример реальной девушки, с которой была списана Ева, и она действительно очень красивая. Однако даже она не настолько сексуальна, как по мне, как та же самая Ева. Разработчики просто взяли фигуру за основу и сделали персонажа, который вышел гиперсексуализированным. Для многих это стал аргумент того, что раз кореянки выглядят так, значит Ева имеет реальную фигуру, значит она выглядит как обычная девушка. Я же считаю, что Ева намного красивее, чем ее модель, и именно из-за этого я и был так рад видеть по-настоящему сексуальную героиню, так еще и играть за нее. Половина всех причин, почему мне так сильно понравилась Stellar Blade, кроется в настолько красивых женских персонажах. Когда твои боссы это сексуальные красотки по типу Рейвен, а ты играешь за такую же красотку как Ева, то удовольствие от игры становится в несколько крат выше. Играть за красивого персонажа намного интереснее, чем за урода. А играть за шикарную красотку с великолепными волосами, красивым лицом, феноменальной фигурой, а также восхитительными анимациями движения ходьбы и бега, атаки и защиты, поднятия по лестнице и спускания по ней, а как вишенка на торте более сотни различных костюмов, которые делают Еву еще более красивой, не отпускали меня до самого конца. Игра заставляла меня думать только о ней. Даже 2 локации из пустыни не разочаровали меня. Ведь в океане пустыни есть одна капля Евы, которая делает весь процесс прохождения в несколько раз интереснее и захватывающее. Сюжет игры схож на Нир Автомату, однако я как человек, который прошел ее на все концовки, так еще и сняв часовое видео по ней, могу с уверенностью сказать, что Stellar Blade по всем параметрам лучше Нира, кроме сюжета. Сюжет игры довольно прост. Мы должны спасти остатки человечества, играя за бойцу Еву из 7-го десантного отряда с орбитальной колонии. В ходе приземления весь ее отряд был уничтожен, кроме еще одного бойца Таки, который спасает Еву. Однако под конец пролога Таки умирает от руки Найтибы, что делает Еву по сути единственной, помимо Лили, кто остался в живых. Так начинается игра. Stellar Blade отличная игра, а не фильм. Многие современные игры хотят показать фильм, а не дать поиграть в интересную игру. Это одна из главных причин, почему играть было так интересно. Множество разных способностей, множество разных врагов, которые далеко не все только монстры. Ведь есть еще и гуманоиды, которые, конечно же, намного интереснее, чем сражения с монстрами.
Однако сама основа геймплея позволяет насладиться игрой по полной, вне зависимости от того, с кем я сражался на данный момент. Еще одна интересная особенность игры, которая заставляла меня исследовать локации, а не просто бежать по сюжету, это именно разные костюмы, которые можно открыть для Евы. Их действительно больше сотни на любой вкус и цвет. Это было настолько интересно, что я с интересом искал потайные ходы и разные закоулки в надежде найти новый костюм. Боссов в этой игре предостаточно. Сражаться с ними было интересно. Однако моим самым любимым была Рейвен. На это есть три причины. Во-первых, она чертовски сексуальная. Как по мне, она самый красивый персонаж в этой игре. Вторая причина в шикарной песне, которую я играла во время сражения. Третья причина это то, что весь бой по сути своей сильно похож на бой Роксаса против Соры в Kingdom Hearts. Они действительно идентичны, клянусь. Оба противника, которые намного сильнее предыдущих боссов и врагов. Во время файта и там играет феноменальная музыка. Финал сражения заканчивается важным для сюжета моментом, а также огромная радость и гордость за то, что сражался с этим противником. И конечно же, вечная память об этом моменте у меня в сознании. Stellar Blade я считаю уникальной игрой. Мало сделать гиперсексуализированную героиню, чтобы было интересно играть. Надо еще сделать и качественную игру, ведь красивых оберток на самом деле очень много. Вспомните Человек-паук 2 от Insomniac. Вроде неплохая игра, а находиться в ней мерзко. Плохой сюжет, Мэри Джейн уродина, очень много катсцен, ненужные стелс-миссии, которые все просили убрать еще в первой части. Я думаю, мой посыл понятен. Честно, я не хочу рассказывать о минусах игры, так как вне зависимости, сколько обзоров я о ней пересмотрел, они кажутся мне очень слабыми. Единственное, конечно, это сюжет, что можно и правда покритиковать, так как он откровенно слабый и больше существует ради того, чтобы был. Однако я играл в игру, а не читал книгу. Это разные вещи. Прошло почти полгода, как я прошел Stellar Blade. За этот год я прошел Clair Obscur Expedition 33. Какая интересная игра, сказал бы я, если бы я помнил бы о ней. Вроде неплохой сюжет, интересная пошаговая боевая система, красивый визуальный стиль, а музыка-то какая, тут только радоваться можно. Но почему-то я ее прошел, но и не вспомнил о ней никогда. Причин как-то не было. То же самое было в Persona 3 Reload. Вроде неплохая игра с хорошим сюжетом, но геймплей был такой убогий. Зачистить 366 этажей какой-то вонючей башни, где каждый этаж было одно и то же. После 100-го этажа я просто стал пропускать все этажи и просто побежать боссов. Такая жесткая рутина меня конкретно уничтожила, что даже отличная музыка, которую я слушаю на данный момент, пока пишу этот сценарий, не спасала ситуацию вообще никак. И тут мы возвращаемся к Stellar Blade. Феноменальная, поистине захватывающая игра, о которой хочется говорить лишь хорошее. Ведь ничего плохого о ней рассказывать ну никак не хочется. Я искренне надеюсь, что в будущем появится что-то похожее. Ведь каково было мое удивление, что играть в игру за красотку, которая рубит монстров и гуманоидов так изящно, что руки отрываются. Кто знал, что это может быть так интересно? Тем не менее, это так. Stellar Blade – моя игра года.